ваша выскочка приехала. Встречайте, Олег Анатольевич. Доброе утро, Олег Анатольевич. Ясно. Видно, не для всех оно доброе. Ну и что все это означает? Здравствуйте. Здрасте, Зиновий Викентьевич. Ладно. Что здесь случилось? Гаишники нашли машину на рассвете. А что здесь случилось, это вы должны мне сказать. Привыкли на все готовое. Серьезно? Какая муха вас укусила, Олег Анатольевич? Вот пробили номера. Машина принадлежит Игорю Климову, 28 лет. Ясно. Хорошо здесь. Спросить ничего не хотите? Почему рана такая странная? Потому что эта рана появилась не в результате ДТП. Такая характерная проникающая рана в живот не могла образоваться в результате столкновения или наезда. То есть он был ранен? Ага. И куда-то ехал? Скорее никуда. А откуда? А как давно это, по-вашему, произошло? Утром на рассвете, после бурной, ставшей для него роковой ночи. Да, не только для него. У вас ночью что-то произошло? Это вас не касается. Зиновий Викентьевич, там Инга щепку нашла. Сфотографируйте ее. Ингу? Щепку. Где щепка? Это все? А чего вам еще? Могу чаю предложить. Давайте по делу. Хорошо, давайте по делу. Игорь Климов, 28 лет, погиб от обильной потери крови примерно в 5-6 утра. В ране обнаружены фрагменты деревянных щепок. Они у меня на анализе. Его проткнули чем-то острым, деревянным. По словам Зиновия, орудие убийства на месте обнаружения трупа не найдено. Инга Викторовна, а вы сами довольны своей работой? Ну, а что я-то? Ведь главное, чтобы вы были довольны, Олег Анатольевич. Поэтому идите сюда, кое-что покажу. Вот эти царапины, видите? Это следы драки, которая произошла прямо перед смертью. Все остальное в отчете. А вы уверены, что у него перед смертью был секс? На 200%, причем незащищенный. Так что вам все карты в руки. Не в моей компетенции проводить параллели между сексом и убийством. Секс как повод для убийства. Банально. А что это с ним? Безответная любовь, либо съел что-нибудь не то. Так, это анализ материала из-под ногтей? Да, в общем, это глина с примесями. Но здесь все логично. Погибший работал с художественной глиной. Так, позвоните Олегу Анатольевичу, расскажите ему об этом, потому что моему звонку он вряд ли обрадуется. А я хочу еще кое-что проверить. Извините, что увела вас на улицу. В мастерской работают художники. Не хочется мешать. Игорь Климов. Как долго был у вас на курсе? С кем общался? С кем конфликтовал? Я не очень хорошо его знала. Но накануне его гибели у него была ссора с нашей натурщицей Алиной Супрун. А почему ссорились? В курсе? Алене он давно нравился, вот она и позволила себе с ним лишнего. Думала, у него к ней серьезно. А Игорь потом ходил и шутил по этому поводу.
Говорил что-то типа такого, если разок переспали, то что сразу в ЗАГС? По крайней мере, это то, что я слышала. Скажите, а она могла отомстить Игорю за то, что он так себя с ней повел? Вряд ли. Это хрупкая девочка маленького росточка. К тому же они помирились. А что значит помирились? Когда? Игорь предложил ей встретиться. В воскресенье вечером. Вроде такой был разговор. И номер Алины у вас, конечно же, есть. Олег Анатольевич, здравствуйте. Скажите, а что происходит? Почему вы трубку не берете? Я вам звоню, Ростик вам звонит, а вы не отвечаете. Что вы здесь делаете? Можно вам пару вопросов задать? С какой глиной у вас в мастерской работают? С разными. Чаще смесь гончарной и фарфоровой. Есть еще красная терракота. А быстротвердевающая есть с нейлоновой нитью? Нейлонка, да. Это любимый материал Игоря. В воскресенье вечером Игорь с нейлонкой работал? Да, он всегда с ней работал. А акрил? Акрил очень аллергенен, поэтому ребята отказываются. С какой целью вы интересуетесь? Олег Анатольевич, на шее жертвы в царапинах обнаружены следы цветной акриловой крошки. С акриловым маникюром это может быть как-то связано? Да, вполне может быть. Скиньте мне это фото, телефон Алины и список тех, с кем Игорь учился. Их всего двое. Александр Петров и Руслан Новиков. Все. Свободно? Да. Я позвоню вам, если что. Хорошо. До свидания. Всего доброго. Олег Анатольевич, а вы куда? Подождите. Сейчас я вам все объясню. Не надо. У вас на все есть объяснение, даже на то, о чем вас не просят. Таким образом, все клинические данные говорят нам о том, что на момент смерти Игорь был пьян. Предполагаемое орудие убийства – деревянный кол. Щепки из раны сейчас на исследовании. Интересно, почему именно кол? Слушайте, а у вас не складывается впечатление, что это попытка замаскировать ритуальное убийство под бытовуху? Есть у вас какие-нибудь версии на этот счет? Ну, возможно. Но какой смысл в определении сорта дерева, из которого был сделан кол? Ну, если он только не осиновый. Логично. Олег Анатольевич, как минимум, смысл определения сорта дерева заключается в том, чтобы помочь вам, следствию, сузить предполагаемый радиус поиска места преступления. Ага. Ну, это во-первых. А во-вторых, Степан Степанович, здесь даже не пахнет бытовухой. Это не бытовуха. А у вас есть что-то на этот счет? Еще сорт глины под ногтями погибшего – это новый быстро затвердевающий сорт глины с нейлоновыми нитями. Угу. Да. Информация не новая, да, Инга Викторовна? Ну, это как посмотреть ведь, Олег Анатольевич. Так, Ростик, что конкретно мы знаем об этой глине? Она очень быстро застывает, и тот, кто с ней работает, старается как можно быстрее смыть ее с рук. Ну, значит, погибший не вымыл руки после занятия, раз она осталась под ногтями. А может быть, погибший спешил навстречу с кем-то? Хозяйка мастерской сказала, что Игорь созвонился с натурщицей Алиной. Якобы собирались помириться. Ну, а что об этом говорит сама Алина, а? Она уже сутки не выходит на связь. Машина тоже пропала. Степаныч, если это все, я займусь ее поиском. Да, надо работать. Подожди. Присядь. Присядь. Ты опять его довела, да? Да? Ну что у тебя за характер? Почему ты не можешь нормально разговаривать с людьми? Ты его пальцем не трогала. Ой. Да я понятия не имею, что с ним. Я сама пытаюсь с утра выяснить. То есть ты не при делах? Клянусь.
Начинаем эксперимент по определению силы удара и толщины кола, которыми была нанесена смертельная травма погибшему Игорю Климову. Ростик, бери кол. Я думаю, мне не получится, Инга Викторовна. И как бить? Вот так? Или, может, лучше вот так? О, достала Инга Викторовна? Я не удивлен почему-то. Олег Анатольевич, а может, вы ударите, а? У вас рука покрепше, и вы сильнее, чем я. Да с удовольствием. Прекрасно. Ваше настроение кого-то убить сыграет нам на руку. Готовы? Да. Так, Ростик, отойди. То он тебя покалечит еще. Ну, вперед. Отлично. Следующий. Отлично. А теперь, Олег Анатольевич, возьмите другой кол и попробуйте бить немного снизу. Отойдите, то зашибу. Ой-ой. Данный эксперимент приводит нас к выводу о том, что удар наносился с небольшой высоты снизу, что необычно для стандартной ссоры или драки. Это спланированное убийство, либо акт самозащиты. А теперь, Ростик, твоя очередь удивлять нашего следователя. Годовое кольцо. Это слой прироста древесины, образующийся в течение одного сезона при естественном росте дерева. Ширина, окрас и состав годового кольца зависит от породы и условий произрастания. Анализ древесины из раны погибшего указывает на то, что эти фрагменты из необработанного осинового дерева. В одном из колец этой осиновой щепки обнаружены следы золы и смол. Это все очень интересно. Но вместо того, чтобы устраивать лекции по природоведению, отобразили бы это в отчете, а не устраивали тут цирк. А я очень старалась. И искренне надеялась, что вы оцените. Ладно, хорошо. Пока отчет не готов, ловите еще один фокус. Дерево, которым погибшему была нанесена смертельная рана, недавно перенесло лесной пожар. 2-3 годовых кольца назад. А еще это место у водоема. А еще я хотел бы прочесть это в вашем отчете. Ростик, давай проучим нашего нервного друга. С удовольствием, Инга Викторовна. Распечатай карту соседней области. Точно, давайте его куда-нибудь в дебри заведем. Тын-тын-тын. Я думаю, что вот оно, это место. Инга Викторовна, а вы куда? Я на романтическое свидание, но это вечером. А пока я хочу первой осмотреть это место, потому что я первая его нашла. А можно я с вами? Можно, только без меня и на склад за реагентами. Ну и почему мы здесь? Я же говорила, нужно искать место у водоема. Здесь нет водоема. Зиновий осматривает брошенную машину Алины, обнаруженную час назад. Смотрите. Судя по всему, встреча Игоря и Алины была здесь. С чего вы взяли? Так, рост Алины 1,65 м, а расстояние от педалей до кресла 60. Я больше чем уверена, что Алина сюда приехала не сама. Это вы тоже поняли по фото? Ну, конечно, по фото. Инга Викторовна у нас профессионал. Можно? Нет, Олег Анатольевич, не по фото, а по записям, надиктованным Зиновием Викентьевичем. Вот. Хотите краткий мастер-класс, коллеги? Просим. Рост Алины, вы сказали, 1,65 м? Да. А это примерно вот настолько ниже, чем я. Спинка кресла откинута максимально назад. В таком положении девушка не дотянулась бы до руля и не смогла бы вести машину. Плюс зеркало заднего вида вообще под другим углом. Вывод. Какой? За рулем была не Алина. Браво. Браво. Но вот волосы, которые я обнаружил на спинке кресла, по цвету очень напоминают волосы Алины.
А вот здесь все логично. Это машина Алины. И здесь нет ничего удивительного. Подождите, если Игорь вез Алину на ее автомобиле, каким образом он оказался в своей машине в паре километров отсюда? А вот ответ на ваш вопрос, Олег Анатольевич. Посмотрите. Это снимок протекторов шин второй машины. Значит, следом за ними сюда сразу приехал кто-то еще. Он бы сказки писать. Так вот, экспертиза шин подтверждает, что вторая машина принадлежит Игорю. Хотя за рулем могла сидеть и Алина. Так они что, машинами поменялись? Ну, а кто вас, молодежь, разберет, чем вы и когда там меняетесь? Улики, найденные в коровнике, говорят о том, что и Игорь, и Алина в коровнике были, и о том, что у них был секс. Об этом свидетельствуют биологические жидкости, слюна, кровь, пот, сперма, а также остатки ДНК, найденные на матрасе, веревке, обрывках одежды и салфетках. То есть выходит, в результате секса у них возникла ссора, переросшая в драку. Потом Алина его поцарапала и смертельно ранила, оставив истекать кровью. Вы сами в это верите? Экспертиза улик косвенно подтверждает данную версию. Да вы хоть понимаете, сколько там крови должно быть? Ни в этом коровнике, ни в округе следов обильного кровотечения найдено не было. Да. И орудия убийства найдено не было. Знаете, осины там и в помине нет. Степан Степанович, я все кусты обшарил, осины нет. Хорошо, значит, Игорь и Алина встретились, у них был секс, а потом произошло что-то, о чем мы не знаем. И Игорь получил смертельную рану в другом месте. А учитывая то обстоятельство, что Алина пропала, я вообще рассматриваю вариант ее похищения третьими лицами. Так хватит! А мне что, назло все это делаете? То арбузики, то древесные кольца. Теперь вы защищаете убийцу, делая из нее жертву похищения. Какой ваш интерес в этом? Олег Анатольевич, в этом никакого. А вообще я разносторонне развитая личность. Так вы что, издеваетесь надо мной? Я клянусь вам, у меня даже в мыслях такого не было. Вам все это кажется. Мне никогда не кажется, я всегда прав. Мне кто-нибудь может объяснить, что с ним происходит? Тонкая душевная организация. Я клянусь, я здесь ни при чем. Вот не надо на меня так смотреть. Все в порядке, Олег Анатольевич. Все отлично. Сквозняк просто. Хорошо. Привет. Привет, Вилка. Не помешаю? Нет, нет, конечно. Что случилось? Ну почему сразу случилось? Я что, не могу проведать лучшую подругу? Поболтать с ней, посекретничать? Это тебе? Ого. Благодарю. Круто. Так что случилось-то? Ладно, раскусила. Я не просто так к тебе приехала. Ты мне нужна как эксперт. Ты кого-то убила и спрятала труп? Ой, обожаю ваши ментовские шуточки. Вилка, зацени. Какие лучше? Вот. Как тебе? Ты это сейчас серьезно? Абсолютно. Вилка, у меня свидание через час. А я никак не могу решить, какие надеть. А? В какой из этих туфелек моя нога кажется более сексуальной? А? Света, у тебя прекрасные сексуальные ноги хоть в туфлях, хоть без. Ты тоже нашла кого спросить. Я шпильку года 3 не надевала. А зря. Кстати, твоему Грановскому нравятся вот такие. Как он там поживает? Вы помирились? Нет. А должны были? Вилка, ну брось. Ну, мы с тобой лучшие подруги. Ты со мной можешь поделиться всегда и всем. Света, я с тобой поделюсь всегда и всем. Вот как только будет чем поделиться, я тебе сразу вывалю. Все как на духу. Прости, мне надо в лабораторию. Понятно. А, туфли. Туфли надевай красные. Я вижу, они тебе на полразмера великоваты. Снимать легче будет. Спасибо, подружка. Знаете, Степан Степанович, время все-таки он поджимает. Мы не можем больше ждать и рисковать репутацией нашего бюро. Это вы сейчас о пропавшей девушке? Нет. Я сейчас о своей характеристике. Надеюсь, вы понимаете, насколько это важно.
Понимаю. Знаете что, Зиновий Викентьевич? Ну? Пока что в этом бюро я начальник, а не вы. Это мне решать, что и когда делать. А вы идите и работайте, и никаких черновиков. Мало того, что Инга Викторовна за вас всю работу делает, так вы еще ленитесь. Идите, давайте, идите. И не надо кричать, Степан Степанович. Ну как, Ростик, мемуары Зиновия Викентьевича интересно? Инга Викторовна, вот это что? Это, Ростик, донос на тебя. А так можно? Только так и нужно. А что-нибудь стоящее есть? Да, вот все, что я собрал, что касается нашего дела. Отлично. Вот это повторное обследование улик из коровника. В коровнике находились еще 2 человека. Обнаружены следы пота и спермы. Странно, что Зиновий этого не обнаружил, когда проводил обследование. Вот именно. Ну, ему сейчас не до этого. Это получается, что Алина подвергалась нападению, сексуальному насилию со стороны неизвестных? Возможно, Игорь ее защищал, был ранен, сел в машину в таком состоянии, уехал. Как вам такая версия? Но самое ужасное не это, а то, что мы не знаем, что с Алиной. Да, версия рабочая, принимается. Еще она болеет диабетом. В таком случае шанс найти ее живой уменьшается с каждым днем. Шанс найти ее живой уменьшается с каждой секундой, которую вы просиживаете в этом кресле. Ну, тогда нужно поговорить с одногруппниками и погибшим. Вдруг они знают, что произошло с Алиной и с ним. Витя. Воды. В каком номере проживает Руслан Новиков и Александр Петров? В 67-м. Ну, подниматься не стоит. Вон он идет. Руслан! Тебя из полиции спрашивают. Ну что, студент, допрыгался? Подъем! Ну, идем. Поговорим в отделении. Инга, у тебя есть 5 свободных минут? Конечно, пап. 5, 7, 10. Нужно мое экспертное мнение. Хорошая мысль, экспертное мнение. Но пока просто послушай и скажи, что ты об этом думаешь. Для меня это очень важно. Давай, я вся твоя. Следствие ведет ОБСОС. Прости, абсос? Особый боевой специальный отдел следователей. Это же элементарно. Я думал, ты сразу догадаешься. Скажи, что ты шутишь. Кто это придумал? Это мой роман. Ну, в больнице надо было чем-то заниматься. Ну, не перебивай, слушай. Дождь стучал в пластиковое окно их суперсовременного офиса, напичканного новейшей техникой, купленной на деньги честных налогоплательщиков. «Я ваш новый босс», — говорит новый босс. «И вы будете делать то, что я скажу. А кто не будет делать то, что я скажу, тот будет уволен с занимаемой должности. Мы честные менты», — говорит Фрол Семенов. «И смело делает шаг вперед в блестящих полицейских ботинках навстречу новому боссу. А новый босс...» Прости, пап. Секунду, извини. Это по работе. Алло. Да. Новиков задержан? Отлично, я еду. Прости, мне надо ехать. Я быстро, туда-обратно. Ну как тебе? Как мой роман, как начало? Ну, это очень все серьезно. Мне нужно осознать. Давай.
Ну так что, от кого убегал? Нет. Можно, Олег Анатольевич? Можно. Благодарю. Так от кого? Я же не знал, кто вы. Я не думал, что вы мент. Ну, во-первых, знал. А во-вторых, раз ты убегал, значит, у тебя проблемы. Так от кого убегал? Ни от кого не убегал. Привычка такая. Ловит, убегает, там видно будет. То есть проблемы с законом у тебя были и раньше? Ну, были по малолетке, но я уже завязал. Где было в выходные? В воскресенье. Так бухали мы в общаге с пацанами, экзамен отмечали. Сдали и вот бухали. А с кем, точно не скажу, не помню. С Сашкой Петровым, по-моему. Кто тебе лицо расцарапал? Никто. Упал бухой с лестницы. А вот эти ребята с вами на пьянке в общаге тусовались? Не, этих точно не было. Это вообще не из нашей тусы. Вот с Игорьком мы в мастерской пересекались. А девка у нас сидит натурщицей. Ты знал, что у девушки диабет? Нет, конечно, откуда? Уверен, что больше не хочешь нам ничего интересного рассказать о своем погибшем однокурснике? Что? Игорек что, умер, что ли? Когда? Значит так. Ты знаешь, где Алина сейчас. Если девушка вовремя не получит инсулин, все может очень плохо закончиться. Ладно, ты задержан за оказание сопротивления офицеру полиции. Пап, ты почему до сих пор не спишь? Я хочу знать, что ты думаешь о моей книге. Ну, я смотрю, ты решительно настроен. Да, дело в том, что я нашел издательство, которое готово напечатать мой роман. Серьезно? Да. Но я не хочу опозориться на старости лет, поэтому, если ты скажешь, что он никуда не годится, я пойму. Ну, смотри, роман, безусловно, очень своеобразный. Очень своеобразный, да. Я знал, что тебе понравится. Очень своеобразный. Молодец, умница. Да, именно так. Да, помню, конечно. Ей-богу, лучше пацаны пили, чем эти колеса жрали. Я заходил к ним несколько раз, разгонял. Но только Новикова и дружбана его, Сашки Петрова, там не было. Они под утро пришли, не в себе оба. Руслан с лестницы падал? Не то слово. Мы с Петровым эту тушу еле до комнаты доволокли. И кровище, руки побиты, морда поцарапана. Потом пришлось лестницу смывать. Оно мне надо. Не знаю ничего. Под кайфом был. Русик тоже. Не помню ничего. До сих пор башка гудит. Игоря и Алину знаешь? Игореха – это Русика кореш, но я не тусовался с ними. Что это? Чего она хочет от меня? Это ваше добровольное согласие на проведение ДНК-экспертизы. Или вы отказываетесь? Славно. Олег Анатольевич, вы зайдите потом ко мне. Я вам показать кое-что хочу. Когда освободитесь. Так о чем-то мы... Ты говорил, что погибший Климов был другом Новикова, правильно? Стоп. Как это погибший? Когда?
Так что, нам этих двоих выпускать или рано еще? Пока не знаю. Еще не пришел результат их экспертизы ДНК. А зачем вы меня звали? Зато пришел их анализ крови. Смотрите. Амфетамин. Наркотики. Да уж, чего только под кайфом не совершают. Думаете, Климова убили они? Нет, абсолютно точно нет. Я рассчитала формулу содержания амфетамина в крови. Обычно, когда принимаешь амфетамин, эффект длится от 2 до 8 часов, а при той дозе, которую приняли эти парни, максимум 4. Плюс они еще сверху заполировали алкоголем. Через 6 часов у Руслана абсолютно железно уже был отходняк. И он был не в состоянии нанести Игорю точный и сильный удар в живот. Но угол удара говорит о том, что он наносился снизу вверх, то есть его проткнули. Да, правильно. Ясно. Но это вы рассчитали формулу Новикова. А что с Петровым? Ой, там все еще хуже. Он левша. А удар совершенно точно был произведен правой рукой. И что мы имеем? Пока ничего. У меня есть одна версия, но нужно дождаться результатов экспертизы ДНК. Ну, когда дождетесь, тогда и поговорим. Ну да. К сожалению, все именно так, как я и предполагала. Ты не понимаешь, Инга Викторовна, она что, одна с 3? Я не думаю, что ее кто-то спрашивал в этом случае. И что, получается, изнасиловали? Точно мы сможем это сказать только тогда, когда найдем ее тело. Подождите. Ростик, ну пожалуйста, не надо на меня так смотреть. Я так же, как и ты, буду искренне рада, если девушку нам удастся найти живой. Но, как показывает опыт, чудеса случаются редко. Алло, Олег Анатольевич. Пришли результаты анализа ДНК. Да, у вас есть основания для задержания Новикова и Петрова. По крайней мере, до тех пор, пока мы не найдем их жертву. Хорошо, иду. Петров, а ты вот сюда посмотришь? Видишь, фрагменты веревки и платья Алины. На них сохранились ее ДНК. А вот здесь бутылки и салфетки. Здесь ваша ДНК и ДНК погибшего Игоря. Вот следы на столе. Вот тут все трое отличились. Вы и дальше будете головы морочить? Или расскажете все, как было? И вам очень-очень сильно повезет, если девушку мы найдем живой. Я расскажу. Я все расскажу. Заткнись, придурок, из-за тебя всех посадят. Сиди там. Это Игореха все. Он говорил, что дура, мол, любви ей подавай. Говорил, хотела любви, получила. Это Игорь затащил ее в заброшенный коровник. Побазарить там типа. А мы подтянулись, ну и пошла жара. Дальше. Что было дальше? Дальше я испугался, когда представил, что Алина придет в ментовку и нас сдаст всех. Я сам этого придурка Климова чуть не придушил. Так, и он что? А он сам труханул. Он когда понял, что мы натворили, сказал нам ехать домой и помалкивать. А он сам тут с ней все порешает. И вы поехали? Да, поехали. Мы когда ловили попутку, я видел, как он эту тёлку в машину кидал. Дальше не знаю. Где Алина сейчас, вы знаете? Предполагаемые границы поиска Алины здесь и здесь. По месту, где была найдена ее машина. Все версии отработаны. Угу. Да. И результаты экспертизы следов протекторов шин подтверждают слова задержанных. Да. Была вторая машина. Зиновий Викентьевич, а это та машина, которая попала в ДТП? Да, Степан Степанович. Мы с Зиновием Викентьевичем после допроса подозреваемых еще раз обыскали каждый сантиметр машины. На обивке действительно обнаружена ДНК Алины Супрун. Только мы не знаем, где сама девушка. Задержанные сказали, что когда ехали с Климовым на встречу с Алиной, заезжали на заправку. Игорь стрелял у них деньги на бензин, потому что был по нулям. Но ехали они с желтой лампочкой.
Зиновий Акинич, а сколько осталось бензина в этой машине на момент ДТП? Там километров на 20, не более. Олег Анатольевич, а мы знаем, сколько километров от АЗС до Коровника? Ну, навскидку километров 7. Отлично. А на какую сумму они заправились до этого, мы знаем? Знаю. Прекрасно. Значит, мы можем существенно сузить радиус поиска. Вот таким вот образом. Место ДТП, Коровник, АЗС. Инга Викторовна? Судя по всему, это он и есть. Осиновый кол, которым Климову была нанесена смертельная травма. Так, я должна сделать экспертизу, чтобы убедиться, что я не ошиблась. Помогите! Помогите! Вы слышали? Живая! Вот она. Ей нужно срочно вколоть инсулин. Как вы меня нашли? Звоните Зиновию. Сегодня нам всем предстоит бессонная ночь. А мне привыкать к бессонным ночам. Да о чем вы вообще? Быстрей, быстрей, быстрей! Аккуратно, быстрее только. Ну где же он? Ну? И вот это что сейчас было? Трубку не берет. Вот что сейчас было. Игорь сам за мной бегал, комплименты делал. Вот я и подумала, что все серьезно. Один раз у нас все было в мастерской. Когда все ушли, я сама ему звонила, писала. Он меня избегал. Как вдруг он мне прислал смс-ку. Встречу назначил. Игорь, ну что это за ужас? Куда ты меня притащил? Ну, Рыбка, ты же хотела свидания. Вот я подумал, что это место подходит для него идеально. Не очень, если честно. Сюрприз! Сюрприз! Что ты задумал? Так, любишь меня, люби моих друзей. Пожалуйста, не надо! Я не хочу! Тащите внутрь! Спокойно! Тише! Тише! Тихо! Не надо! Продолжалось всю ночь. На рассвете они вышли покурить, и я случайно услышала их разговор и поняла, что пропала. Ты понимаешь, что мы наделали? А если она в ментовку пойдет? Ты знаешь, что с такими, как мы, там делают? Это правда? Лучше здесь прямо сейчас удавиться. Черт с вами, я сам все решу. Если зассали, валить. Чего сразу зассали, а? Чё? Просто неохота на зону топать из-за нее. Кончать ее надо. И где-то здесь закопать. А с тачкой что делать? Ну, пускай постоит, пока все утихомирится. Потом сдам ее на СТО. Им же все равно, что и откуда. Нормальная тема. Ну, мы потопали. Куда? Давайте еще по разочку, ребят. Нет, пойдем. Пусть этот дебил сам со своим дерьмом расхлебывается. Иди, иди. Нет!
эти двое ушли, Игорь связал меня и бросил в машину. Как и когда вы его убили? Я не хотела его убивать, но он мне не оставил выбора. Ну что, ты больше не скажешь, что я тебе не уделяю внимания? Игорь, пожалуйста, отпусти меня, я тебя прошу. А где тебя закопать? Здесь или в поле? Я никому не скажу, клянусь. Конечно, никому не скажешь. Я тебя здесь закопаю. Нет, пожалуйста, не надо, пожалуйста. Сука! Олег Анатольевич, вы так хорошо себя сегодня вели весь день. Хотите, я вас подвезу? А вот ваше поведение оставляет желать лучшего. Серьезно? А что с моим поведением не так? Я вас совсем в последнее время не понимаю. Я вас не понимаю. Олег Анатольевич, я даю вам последний шанс немедленно объяснить, что с вами происходит.